Вышел на прогулку с собаками. Вон Ника, Карат. Ну, костерчика посидеть тут рядом с поселком. Тут метра 300-400 пятиэтажки уже. Ну, собакам нравится в лесу гулять. Вот я на прогулку и вышел с ними сюда. Костер, как на рыбалке, огнивом разжег. Ну, без смоляка, просто сухой древесиной наскоблил ее. Вот этой полежки. Стружек натесал. Ну, разжег, там фотки ставил. Сфоткал, видос ставлю. Лапник наломал под зад. Тут бревно за спиной. Облокотиться можно. Кружечки чая только не хватает. Вот. Погода хорошая. Я бы сегодня, может, и на речку бы свалил. Но мне сейчас днем на смену уходить. А так у костра посидеть охота. Да и собакам за радость. Они уже побегали, белку загнали. Какой-то выгул собак. Перекурчик на прогулке. Ника, Ник, куда смотришь? Карат. Каратка. Там вон наверху горнолыжка, музыка играет. Вот они туда и слушают. Во. Пофигу себе. Зато костерчик. Даже отсюда уже вот тепло ощущается. Кстати, сапоги вот эти. Люди, кто не знает, от костра убирайте подальше. Но здесь не особо. Тут от снега немножко холодок тянет. Вот эти сапоги очень боятся костра. Не в плане, что какие-нибудь загорятся. Нет, они возле костра деформируются. Вот этот вот голяшка на них. Она заворачивается, как дудка. В раструб деформируется. Сам сапог скукоживается, меньше становится. Вот этот материал, как он называется? Эва. Вот боится этого. Вон маленький уголек на сапог упал. И вон видно. Даже здесь вот. Тоже у костра. Близко сидел. Так вот. Сапоги хорошие, теплые. До минус 60 они, по-моему, там. И они легкие. Они, блин, легкие, как домашние тапочки, и мягкие. Отлично на рыбалке, отлично в лесу. Ну, сучков побаиваются эти сапоги, да. Ну, они для рыбаков в основном. Вот. Ну, у костра ноги в них греть незачем. Они в них ноги не замерзнут. Просто у костра, если так садиться, то вот так подальше сапоги убирать и все. А сам вот тепло. Так. Ладно, выключусь. Еще чуть досижу. Сейчас он прогорит, да. Кружка дадим и домой. Да, звери?